Нэнси, ты можешь хотя бы предупреждать, когда ты возвращаешься домой? Что? Это? А, сюрприз. Ага. Так. Дорогой папа, ты ни за что не догадаешься, кто нанял меня для моего последнего расследования. Твоя любимая актриса из сериала «Огонь любви» Мэтти Дженсон. Конечно, я возьму у нее автограф специально для тебя. Мэтти снимала квартиру у тети Элоизы в Нью-Йорке, что, на мой взгляд, довольно смело, ведь ты наверняка помнишь, какой у тети Элоизы специфичный подход к интерьеру помещений. Она узнала о моем прошлом деле и пригласила к себе. Наверняка ты видел по телевизору, что актер Рик Арлин получал письма с угрозами. Но он не хотел обращаться в полицию, а поэтому Мэтти попросила меня заняться этим делом. А я только и рада. Наконец-то новое расследование! Увы, но у меня обычно нет времени для того, чтобы смотреть сериалы. Дела сами себя не раскроют. Я только после личной встречи с Мэтти Дженсон узнала, что она звезда сериалов, таких как, если я правильно помню, «Утомленные любовью», «Любовь не багет, не спрячешь в пакет» и «Не грози моему сердечку, попивая мартини у себя в квартале». Как-то так. Рик Арлин – партнер Мэтти по съемочной площадке. Насколько я поняла, он довольно популярен у молодежи. Он вроде как играл в «Любовной братве», «Трансфобы 2» и «Улица разбитых сердец». Я узнала это от Неда. Нэнси, ты увидишь самого Рика Арлина! Да, представляешь, ему посылают Это записки же мой самый любимый актер! Он почти такой же крутой, как Райан Гослинг! Ты обязана взять у него автограф ради меня! Господи, почему я, а не ты? Сам Рик Арлин! Сериал «Любовная братва» мой любимый! Слушай, я... Господи, я его фанат! Я хочу от него детей! Они с Мэтти проводили очень много времени вместе. Наверное, это для репетиций. Они даже писали друг другу любовные письма, чтобы вжиться в роль. Какое погружение! Какая работа над образом! Сразу видно, настоящие профессионалы. Разумеется, Мэтти была в курсе всех событий, произошедших с Риком, и очень за него переживала. В прошлом месяце моему партнеру по сериалу Рику Арлину стали приходить странные письма с угрозами. Сначала никто не придал им значения. Нам приходит много разных писем. Но со временем угрозы стали серьезнее. Поверьте, Мэтти, я разбираюсь в письмах, как никто другой. Это точно. Я раскрою ваше дело. Письма были разными. Одни были составлены из вырезанных букв, другие напечатаны на машинке, а третьи были написаны хейтерами в интернете и, вероятно, к делу отношения не имеют. Но это не точно. Также она рассказала, что угрозы со временем стали приходить не только в письмах. Ему стали присылать очень угрожающий всратый хлам с Авито, сообщения для него стали преследовать его, где бы он ни появлялся, а финишной чертой стало то, что Рику кто-то навалил смачную кучу в коробку шоколадных конфет. Представляешь? Рик большой сладкоежка. Друзья и поклонники постоянно дарят ему шоколадные конфеты. Но эти были настолько отвратительными, что Рик не захотел их есть. Первый раз в жизни он отказался от шоколада. Ни слова больше. Давайте отправимся на место происшествия. Мэтти взяла меня с собой на канал Всемирного телевещания, чтобы я могла приступить к расследованию. Поскольку это телевидение, я решила, что нужно одеться понаряднее, чтобы не ударить в грязь лицом. Прикладываю к письму фотографию себя в новом образе, чтобы ты мог посмотреть, какая у тебя красивая доча. Это что, пиджак тети Лоизы? Как только я туда вошла, я сразу поняла, что расследование будет быстрым и простым. Потому что преступник, очевидно, феерический тупорез, раз оставил журнал с вырезанными оттуда буквами прямо в холле. Казалось бы, я могла бы взять отпечатки пальцев со страницы и раскрыть дело, но я сжалилась над тупилой и решила дать ему фору. Так решать дела не спортивно. То ли дело искать тайные ходы и решать головоломки. Впереди мне предстояло посетить съемки сериала, которые мне показались на редкость скучными. Во-первых, мне нельзя было выдавать себя, ведь под подозрением были все в студии, а поэтому мне приходилось держать мою необузданную дедукцию при себе.
Во-вторых, сериал мне показался редкостными соплями в сахаре. Нет ни загадок, ни интриги, ни тайных ходов. Я сидела и думала, вот бы кто-нибудь додумался снять сериал про расследование и тайны, про интриги, убийства, похищения. Нэнси, а ты в курсе, что кроме любовных сериалов еще существуют и детективные? В общем, сидела, и тут... Нет, Рори, подожди! Я же люблю тебя! Сирена, мне уйти? Ты этого хочешь? Черт! Что это было? Я же мог погибнуть! Звоните моему агенту! Сейчас же! Наконец-то! Как только все наконец-то свалили, я немедленно приступила к изучению обстановки, параллельно свистнув парочку инструментов, уж больно они мне приглянулись. И да, мои догадки подтвердились. Преступник действительно тупой, как пробка. Чтобы оставить кусок себя на месте диверсии, нужно иметь мозгов, как у канарейки, ровно на один перелет. Очевидно, подпилка клеммы прямо над позицией Рика во время съемки конкретной сцены – это уже не просто угроза, это покушение. Так. Я так гордилась своей находкой, что тут же решила поделиться ею с режиссером сериала Лилиан Вайс. Это был не несчастный случай. Рика хотели убить. Вы только посмотрите. Похоже, у нас появилась юная мисс Холмс. С чего вы взяли? Нет, я не Холмс, я Нэнси Дрю. Послушай, мы не нанимали детектива, так что не суй свой нос не в свое дело. Я заберу у тебя пропуск. Но без пропуска я... то есть, вы бы, конечно, сами могли провести свое расследование. Я с удовольствием проведу тебя к выходу. Вот сука! Алло, Бесс, Джесс, я в растерянности, представляю... Мэтт нам все уже рассказал. Нэнси, ты уже видела Рика? Рик такой лапочка. Ты видела, как он сыграл Педварда Калло в «Сумерках»? Боже мой, это же просто невероятно. Кажется, в этом деле придется рассчитывать только на себя. Несмотря на то, что режиссер оказалась на редкость злобной стервой, мне повезло иметь на своей стороне Мэтти. Она быстро придумала план, как мне получить доступ к киностудии и неуязвимость от злобной вагинатки. Мне необходимо было попасть к агенту Мэтти Дилану Пауэрзу, чтобы он сделал меня актрисой. И хотя я детектив, а не актриса, навыки к актерству, стоит сказать, у меня достаточно мощные. Помнишь, как я работала под прикрытием в прошлый раз? Здорово получилось, правда? Вот и Дилан разглядел во мне талант. Поэтому я получила работу в этот же день. Правда, сотрудники канала смотрели на меня с подозрением. Краем уха я даже слышала что-то про то, что я получила свою должность, как там было, через постель. Но я не знаю, что это значит. Может быть, это какой-то актерский сленг? Непонятно. В любом случае, я снова в деле. Наконец-то я смогу лично увидеться с этим вашим Риком и задать ему пару вопросов. Привет, крошка. Где ты была всю мою жизнь? В Риверхайт. Так, значит, ты подруга Мэтти. Она говорила, что ты зайдешь ко мне. Сказала, что ты меня обожаешь. Вообще-то, я обожаю расследовать преступления. Ты такая скучная. Ну, мой дом, твой дом. Можешь здесь все осмотреть. А мне пора переодеваться. Да, если захочешь конфету, не стесняйся. Будь прекрасной. А я бы не отказался от конфеты Рика. Что? В общем, расследование начало набирать обороты. Я изучила все доступные мне гримерки, порылась в каждом шкафчике и прочитала все имеющиеся записки с угрозами. Интересно, почему Рик их не выбрасывает? Может быть, ему не так уж и все равно? Какой-то он подозрительный, этот ваш Рик. Чего он от меня хотел? Что он имел в виду? Почему он играет в гольф с микроскопической дорожкой, как для умственно отсталых? Почему у Лилиан Вайс брови работают так, будто бы они пытаются выполнить план пятилетки за 3 года? Почему... То есть... Что не так с этим охранником?
Куда на долю секунды исчезает реквизиторша? И куда она потом пропадает? Волыночка, может быть, ты знаешь? Понятно. Надо сказать, папа, это дело для меня стало особенным, потому что в нем я нашла человека, без которого бы у меня действительно ничего не вышло. Я люблю своих подруг Бесс и Джесс, но этот человек действительно оказался моей родственной душой. Она понимает меня, как никто другой. Она тоже любит загадки и головоломки. Как же я благодарна судьбе, что мы встретились. Этот человек – основательница ВТВ Милли Страффорд, которая по совместительству работает здесь реквизитором. Ну, я никому не разрешаю заходить в реквизиторскую, пока не увижу, что это ответственный человек. Обычно помогает проверка. Послушай мою загадку. Да, да, я очень люблю загадки. Давайте. Если разгадаешь ее, то я тебя впущу. В ванной я твой лучший друг. Не выпускай меня из рук. Воду я в себя вбираю, чисто мою все вокруг. Я это? знаю. Очень хорошо. Но сможешь ли ты разгадать следующую загадку? И днем, и ночью мы идем, и никогда не устаем. За нами часто наблюдают. Ты знаешь, как нас называют? Часы. Очень хорошо. Когда ты смотришь на меня, то видишь лишь сама себя. Кто я? Зеркало, это зеркало. Точно. Немногим удается разгадать мои загадки, но ты молодец. Молодец. Ты можешь зайти в реквизиторскую и все здесь посмотреть, пока я припудрю носик. Нэнси, она наркоманка. Нет! Ты бы знал, как мы с ней долго и замечательно общались. Меня мало что может отвлечь от расследования, но здесь я позволила себе эту маленькую радость. Милли многие считают странной. Во-первых, потому что при всех своих деньгах она работает реквизитором. Но знаешь, папа, если бы мне надо было выбрать вторую профессию, я бы тоже выбрала реквизитора. Как же я люблю всякий хлам, боже мой! Также многие считают странным то, что Милли воспринимает события сериала «Огонь любви» как реальность, совершенно не зная ни имен, ни личности реальных актеров. И тут даже я могу признать, что это забавно. Разговаривать с вымышленными персонажами, спорить с ними, переживать за них больше, чем за реальных людей – это действительно странно и довольно нелепо, особенно для взрослого человека. Но я все равно крайне уважаю и люблю ее, и очень дорожу нашей сложившейся дружбой. В конце концов, если бы не ее помощь, я бы не нашла тайный проход на студии, где я обнаружила одежду преступника, я бы не узнала пароль к компьютеру режиссерки, где было куча всего интересного, а главное, я не смогла бы обезвредить бомбу, предназначенную для Рика. Здравствуй, Рик. Даже не пытайся убежать отсюда. Дедукцию мне в чулки! Разве ты не получал мое предупреждение? Я же говорил, что добром это не кончится. Так, хорошо, что у меня есть кусачки Милли. Только какой провод-то резать первым? Была не была. Так, а что если желтый? Красный, синий, зеленый. Все. Фух. Это чудо какое-то! Шанс на миллион, ведь так почти не бывает! Это ведь жизнь, а не компьютерная игра, где надо 1000 раз умереть, прежде чем узнать нужную последовательность! Ведь, блядь, в игре нету других подсказок! Ведь это не игра, это жизнь! Вау! Спустя время я выследила эту падлу. Это был Оуэн Спейдер, костюмер. Работает в агентстве талантов Дилана Пауэрза.
Но вот ни сам Дилан, ни кто бы то ни было в студии, в глаза не видели этого конча и ничего про него не знают. Но зато его видела я на записи камер наблюдения. Welcome to the Cum Zone. Only come inside anime girls. Come. Не знала, что Робби Злобного из Лентяева играл какой-то там костюмер. Удивительно! В любом случае, я теперь точно знаю, что местный любитель порисовать на зеркалах помадой, а по конфетам говной – мужчина. Так что, как бы мне ни хотелось, но режиссеру придется оставить в покое. Хотя соблазн навтыкать ей за шиворот уж очень велик. Что это за ревностные стихотворения? Что-то здесь неладно. Почему она так часто появляется с Риком на фотографиях? А это что такое? Нэнси, они же очевидно вместе спали. А что это значит? И, кстати, а что это значит через постель? Правильно? Это значит секс, Нэнси. Лилиан Вайс и Зайка Рик занимались сексом. Как? Секс? Что это такое? Вы что, с Недом никогда не занимались этим? Нет. А надо было? Алло, что-то не так? Если это что-то классное, у меня обязательно это будет. А глядишь, еще и 2. Алло. Мы тебе потом расскажем, Нэнси. Тебя многое ждет впереди, Нэнси. Что ж, видимо, причиной такой злобности для Лилиан стал какой-то там секс. Это не так интересно, как интересно содержимое офиса самого Дилана, моего агента. Да, я и туда смогла пролезть. Спасибо Милли за то, что она научила меня открывать кредиткой домофоны и кашлем запертые дверные замки. Дилан оказался по уши в долгах, а еще по уши влюблен в Мэтти, которая периодически ему эти долги помогала закрывать. Ох уж эта киноиндустрия. У всех со всеми интрижки да сексы, чем бы оно там ни было. Так или иначе, по главному правилу криминалистики, Дилан как нельзя лучше подходил на роль главного преступника. Ему это выгодно, ведь Рик почти разорвал с ним контракт, увел тяночку и, в отличие от самого Дилана, стал успешным и востребованным. А Дилан смог стать лишь высококвалифицированной лошарой. Плюс ему было легко создать некоего костюмера из своего агентства и вершить злодейские злодеяния его руками. Вот это все, то, что я сейчас сказала, это то, как я описывала бы свой прогресс, если бы сдавала экзамен на дедукцию. Но на деле я все поняла еще, когда смотрела кассету видеонаблюдения, ведь тут даже последний идиот понял бы, что это не Big Russian Boss, а Дилан Пауэрс. Почему я на этом не остановилась? Потому что я сыщик, а не актриса, и я люблю не играть, а расследовать. Пам! За все мои труды, в итоге, я тоже заслужила посылку с угрозой. Каждая такая записка – моя личная звездочка на борт. Помяни мое слово, однажды я заведу себе альбом, где буду хранить такие документальные признания моих дедуктивных боеспособностей. Но плюс ко всему, к записке прилагался абсолютно обалденный будильник. Надо будет постараться не забыть забрать его как сувенир. Но на этом веселье не заканчивается. Утром мне позвонил... Кто бы ты думал? Режиссер! Алло. У меня мало времени. Давай встретимся сегодня ночью в студии. Думаю, ты знаешь, как войти. Это был неожиданный поворот. Но у меня есть все козыри в рукаве. Я знаю, кто преступник, и я знаю про все сексы. Переиграть и уничтожить меня на тот момент было невозможно. А вот и наш юный детектив пожаловал. Ну и зачем вы попросили меня приехать сюда? Видишь ли, я проводила собственное расследование. Ага, все-таки проводили! Я находила все новые и новые улики, а вчера вечером я получила письмо с угрозой. Мое самолюбие было, конечно, задето. Это получается, она тоже настолько далеко зашла, что заслужила свою собственную записку с угрозой? Оставалось лишь надеяться, что моя записка была круче ее, иначе зачем все это было? Фух, слава богу, записка полное говно. Теперь ты мне веришь? Кто может их посылать? Ты должна знать. Знаю, потому что я не какая-то там фуфлагонщица, отвлекающаяся на всякие сексы. Я настоящий детектив, и я могу с уверенностью заверить, дорогуша, что это Дилан Пауэрс. Дилан Пауэрс? Но зачем ему это?
Он же... Дилан доведен до отчаяния финансовыми проблемами, в которых он винит Рика. Маскировка с Оуэном Спейдером позволяет ему свободно перемещаться по студии и устраивать ловушки для Рика. Совершенно верно, мисс Дрю. А теперь догадайтесь, кого я убью через несколько минут. Думайте быстрее. Время идет. Это он! В аппаратной! Он запер нас! Доброй ночи, мисс Дрю. Я ожидал, что здесь будет только Лилиан. Какая удача! В конце первого акта придется вас убить. Жаль, что вы так и не досмотрите до конца мой сериал. Но я могу рассказать, чем он закончится. Рик Арлен будет мертв. Вторая заповедь сериала Филов: не спойлери ближнему своему. Дилан, но ведь это не сериал и даже не компьютерная игра. Вас же нахрен посадят. Наша жизнь и есть сериал. В этом вы скоро убедитесь. Хотя, боюсь, у вас осталось слишком мало времени. Так, кажется, наступило время для блефа и провокаций. Дилан, подумайте о Мэтти. Вы ей не безразличны. Представляете, она мне только сегодня днем говорила, что в ее вкусе только неудачники и полные лохи. Правда-правда? Хватит разговоров. Скоро вы убедитесь, что я человек слова. Я спущусь для финальной сцены. Сожалею, но вас придется вычеркнуть из сценария. Жаль, что у вас была такая короткая карьера, мисс Дрю. Так, ситуация вышла из-под контроля. Нэнси, думай. О, сигнализация! Так, чпыньк. Так, сработало. Надо еще дверь открыть. Как она там работает? Откройте дверь, иначе будет хуже. Пазл? Милли, ну тут даже я признаю, что это уже перебор. И я не имею в виду перебор вариантов. Блять, что такое? Все. Время вышло. Мисс Дрю, вам не повезло. Что здесь происходит? Эй! Это тот парень, которого мы искали. И вот только тогда, папа, я вдруг увидела, что такое секс. И мне это не понравилось. Поздравляю, Нэнси. Вы раскрыли дело. Ральф, действуйте. Ха, так-то, Дилан Мудилан. Вот так вот я и раскрыла дело. Дилан принес публичные извинения за свои преступления и теперь ожидает решения суда. Что было с Лилиан, мне, в общем-то, все равно. Главное, что в сыщика она решила больше не играть. Хотя я вынуждена признать, что у профессии режиссера и профессии детектива есть нечто схожее. Но, увы, мы с ней никогда так не подружимся, как мы теперь подружились с Милли. Она передает тебе привет. А Мэтти и Рик решили связать себя священными узами. Правда, пока только в сериале, но кто знает, что последует за этим. Теперь я спешу домой. Не терпится посмотреть на твое лицо, когда ты это прочитаешь. Люблю тебя, Нэнси. Пожалуйста, что ты взяла автограф. Да, что ты нам очень нужен. Опять ты. Вообще-то Мэтти Дженсон лучше. Вообще-то Рик Арлен лучше. Да. Ну, скажи, что ты взяла автограф, Нэнси. Ты же взяла автограф, Нэнси. Ну, покажи нам его скорее. Нэнси, а ты вот мне-то взяла автограф, а? От Мэтти Дженсон взяла? Нэнси? Конечно, я возьму у нее автограф специально для тебя. Ты обязана взять у него автограф ради меня. Ребятушки, привет! В общем, сами видите, что вокруг происходит, а поэтому я еще раз размещу все ссылочки в описании к видосу и призову вас подписаться, где вам удобно. Ну, мне, по крайней мере, очень не хочется терять с вами связь, а так вы меня точно не потеряете из виду и будете в курсе всех событий. Канал не забрасываю, работаю в том же темпе, делаю до тех пор, пока есть для кого, что и куда делать. Вот так вот. Огромное спасибо моим товарищам и донатерам, благодаря которым получился этот выпуск. Без них бы, разумеется, ничего не получилось. Всем вам спасибо за просмотр, берегите друг друга, всем удачи!